На обычных роликах, к сожалению, можно ездить не повсюду. Даже не в каждом городе достаточно асфальта, чтобы свободно кататься по улицам. А этот вот асфальт, вот он ходит. Вот сейчас. Именно поэтому я задумал купить вседорожные ролики от PowerSlide. Посмотрел несколько видео с ними и как на них катаются по лесу, по траве, по грязи. Я подумал, вот это мечта. Надену эти чудо-ролики и объезжу все парки в городе и за городом. И проеду даже там, где никакого асфальта нет. К тому же долгие прогулки на природе будут совмещены с легкой нагрузкой. Ну, как бы фитнес одновременно. С таким энтузиазмом я нашел в объявлениях очень свежие чистые ролики. Прежний хозяин прокатился пару раз только. Притом предложений на местном Авито было достаточно. Покупаю я, значит, за 300 евро эти ролики. Колеса вроде накачаны, надеваю, сразу поехал. Сначала понимаешь, что колеса не скользят вообще. Сцепление с поверхностью очень хорошее. Резина все-таки. И кажется, что ты на очень коротких лыжах, а не на роликах. Первый раз я не выехал за пределы двора, покатался по кругу и так запыхался, как будто постоянно прыгал со всех сил все это время. Проверил давление, 3 атмосферы, а нужно 6-7 атмосфер. Такое давление даже компрессором на работе не получилось накачать. Он максимум 6 атмосфер выдавал, и пока я отсоединял шланг, какое-то количество воздуха все-таки выходило. А обычным насосом, пока наконечник отсоединишь, все давление уходит за 1 секунду. Решил проблему, заказав такую вот насадку с AliExpress. А пока она доставляется, сравним эти ролики с PowerSlide Next на 80-х колесах. Вес одной рамы с колесами 1 килограмм. Обычная рама с 80-ми колесами весит 700 грамм. Итак, на ваших ногах лишь 600 грамм больше. Ну, вроде ничего. Буты точно такие же. И крепление Trinity. То есть можно купить только рамы с колесами, если у вас уже есть буты с креплениями Trinity от PowerSlide. Сравним рамы в сборе. Рамы шире, а значит стандартные. 110 колеса, например, туда уже не поставить. Высота от земли до ботинка 14 сантиметров против обычных 10 сантиметров. Эти рамы годятся только для внедорожных колес на 125. Подшипники очень хорошие, противопыльные, но от воды не защищены. Сосок с обычным автомобильным золотником. Итак, прибыла насадка для насоса. Ее можно отсоединить от соска очень быстро, и давление в колесе остается. Впрочем, по паршивому асфальту и хорошо утрамбованной грунтовке ездить можно и на 5 атмосферах, но на траве или земле вообще никак. А по брусчатке, неважно как накачать, ездить невозможно. Ну хотя и на велосипеде по брусчатке тоже трудновато ездить. Маневрировать, конечно, тяжелее, чем на обычных роликах. Рамы длиннее, и вес на ногах все-таки чувствуется. Во время покатушек желанной прогулочной скорости вам тяжело будет достичь. Отталкиваться приходится постоянно, наката почти нет никакого. А если дорога чуть-чуть в горку, ваша скорость падает еще сильнее, а усилий вам приходится прикладывать значительно больше. Еще один минус – вибрации и тряска. Хотя вас трясет по плохой поверхности гораздо меньше, если бы вы ехали на ней в обычных колесах. Эти вибрации делают свое дело. И как бы хорошо не сидели ботинки на ноге, в местах трения вам натирает еще сильнее. И почти каждая моя покатушка заканчивалась огромными мозолями. Однажды я был вынужден даже разуться и шлюндать в носках до дома. Хотя на обычных колесах на асфальте
В тех же ботинках мозолей вообще не возникало. Так что такие ролики вообще нельзя называть прогулочными, и удовольствия в них гораздо меньше, чем кажется. И ни в коем случае я не рекомендую их для новичков. Это будет ужасное разочарование в первый же день. За месяц примерно катания 2 колеса стали спускать за один день. И еще одно держит пару дней. При том, что предыдущий владелец роликов прислал мне новое колесо в комплекте, так как у него также одно из колес спускало. Идея таких роликов просто обалденная. И звучит это круто, что вы можете по внедорожью кататься. Но, увы, говорить о приятных покатушках по паркам не стоит. Если вы живете в холмистой местности, долгий пологий спуск с холма доставит вам удовольствие. Если вы профессионал и хотите опробовать эти ролики на экстремальных спусках, тогда стоит попробовать. Но даже и в этих случаях эти ролики хороши только лишь на попробовать. А столько денег на попробовать тратить не каждый может. А для гладких дорог они слишком тяжелые и медленные, и неповоротливые. Именно поэтому на сайтах так часто продают бэушные такие ролики. А на официальных сайтах так тяжело найти новые ролики. Видимо, PowerSlide решил не портить себе репутацию и ограничил выпуск этой серии. А то люди как бы разочаровываются после такой покупки. В итоге я продал эти ролики обратно. Надеюсь, отзыв был полезен для вас и сбережет вас от разочарования за 400 евро. Оцените это видео, а еще лучше пишите в комментарии ваше мнение, ваш опыт, а также предложение покатать вместе в Берлине или в Потсдаме. Подписывайтесь, если видео было полезно. Всего хорошего. Ролики, обожаю ролики, вижу, ты тоже катаешься. Ролики, как дела, чё почем, чем занимаешься? Ролики, обожаю ролики, вижу, ты тоже катаешься.